В Европе цинично отменили фигуристку Александру Трусову. Испугались российской девочки. Мастер-класс Саши в Стокгольме отменили из соображений безопасности. В бешенстве даже сами шведы. Пару недель назад новость из Швеции поразила российских любителей фигурного катания. Несмотря на все санкции, принятые в отношении наших спортсменов, Стокгольмский клуб фигурного катания неожиданно пригласил к себе Александру Трусову. Российская фигуристка должна была провести в столице серию мастер-классов, впервые в карьере поработав в качестве педагога с иностранной публикой. Для многих фанатов это приглашение стало верным признаком того, что обойтись без наших фигуристов в Европе все-таки не могут. Как ни крути, именно Россия сегодня задает тон в женской одиночке, и зарубежные спортсменки по-прежнему мечтают поучиться мастерству у лучших. Однако допустить подобного жеста спортивные власти, конечно, не могли. И немедленно отменили Сашу, надавив на организаторов. Беспределом возмущены даже сами шведы. Мастер-классы Трусовой должны были пройти в шведской столице 27 и 28 августа. Изначально организаторы события, в качестве которых выступали Стокгольмский клуб фигурного катания и магазин спортивных товаров Loop Sport, пригласили Сашу для того, чтобы та научила местных фигуристов технике прыжков. Выбор шведов был вполне понятен. В этом аспекте российская спортсменка является флагманом мировой фигурки. Недавно Александра, например, стала первой девушкой в истории, исполнившей на турнирах ИСУ четверные лутс, тулуп и флип. Для Саши мероприятие в Стокгольме стало бы первым зарубежным педагогическим опытом в карьере. Поездки в Швецию с нетерпением ждала и сама фигуристка, и Татьяна Тарасова, которая обещала посетителям мастер-классов яркие впечатления. Участие в занятии с олимпийским призером должно было обойтись шведам в $190, а посещение в качестве зрителя $35. Когда новость о будущей поездке Саши появилась в отечественной прессе, фанаты отреагировали на нее по-разному. Одни порадовались за фигуристку, которая получила шанс показать себя за рубежом во времена тотальной изоляции, другие посчитали это мероприятие неуместным в контексте сегодняшних санкций по отношению к нашим спортсменам. Мол, зачем учить тех, кто нас отменил? Однако комментаторы сходились в одном, недоумевая, как шведские спортивные власти вообще допустили приглашение российской звезды. Ответ на этот вопрос болельщики получили спустя 1,5 недели. Новые козни ИСУ. Недавно стало известно, что шведским чиновникам идея Loop Sport все-таки не очень понравилась. Федерация фигурного катания страны и Федерация фигурного катания Стокгольма начали давить на организаторов мастер-класса, потребовав отменить его. Причем, немедленно в течение дня. Соответствующее письмо спортивные власти разослали в местные клубы. Запрос был сформулирован максимально жестко. Отмените запланированные вами мастер-классы 27-28 августа с российской фигуристкой Александрой Трусовой, потому что проведение этого мероприятия противоречит базовым ценностям Ассоциации фигурного катания и может нанести шведскому фигурному катанию серьезный ущерб. Вразрез с какими именно ценностями идет приглашение россиянки, не совсем понятно, но ключевой посыл этого письма явно содержится в последней фразе. Судя по всему, сами шведы не особенно хотели отменять это мероприятие, иначе отреагировали бы оперативнее, а не спустя почти 2 недели. Видимо, изначально никакого риска в приезде Саши власти не видели, но спустя время получили новую информацию со стороны, и испугались вторичных санкций со стороны иных организаций, например, Международного союза фигурного катания ИСУ. Такого мнения придерживается, в частности, Татьяна Тарасова. Это не шведская федерация, а ИСУ. Они приняли решение отстранить нас от всех соревнований и выступлений. Всех русских. Поэтому это оттуда, высказалась Тарасова. Все это, разумеется, лишь догадки, но выглядит ситуация крайне подозрительно. Неудивительно, что такая политика возмутила и организаторов турнира, которых национальность фигуристки не смущала. С глубоким сожалением вынуждены отменить TRU-2 ОУВа в этом году.
Шведская федерация фигурного катания порекомендовала пока не заниматься этим проектом, поэтому принимающий клуб вынужден отказаться от этого, несмотря на то, что мисс Трусова приезжает в Швецию как индивидуальная спортсменка со знаниями, которым многие стремятся научиться. Александра займет свое место в мировой истории, поскольку она вывела женское фигурное катание на новый уровень, совершив мирную революцию. Она родом из России, но принадлежит миру прогресса и будущего человечества. Более того, она никогда не была вовлечена ни в один политический проект, сосредоточившись только на том, чем занимается в жизни – искусстве фигурного катания. Мы надеемся, что сможем снова пригласить вас всех, когда мир позволит всем спортсменам объединиться в мире и дружбе, сказано в заявлении Loop Sport.